Откуда летит этот зяблик? Точно не знает никто. Он может провести зиму в Испании, а может в Турции. За этим его и кольцуют, чтобы понять, где птица, заглянувшая на Куршскую косу, зимует и где заводит птенцов летом. Впервые орнитологи появились здесь более 100 лет назад. До 1944 года на косе была немецкая станция. С 1956-го – биостанция Российской академии наук. Ученым повезло с местом. Коса для птиц как мост. Лететь над ней гораздо удобнее, чем над водой. Поэтому весной и осенью над полуостровом мигрируют до 2 миллионов птиц. Ловят их специальными ловушками. Они здесь огромные, 60 метров в длину и 15 в высоту. Зарянка или соловей рвутся в сеть вперед, пока не обнаружат, что стенки сужаются и деваться некуда. В конце, где крылья толком уже не развернешь, есть пара дырок диаметром с блюдце. Так птицы попадают в камеру, а оттуда уже в садок и в лабораторию. Там птицу измеряют, определяют пол и количество жира, взвешивают и, самое главное, кольцуют. Кольцо для птицы как паспорт для человека. Есть на нем номер, серия и адрес. Город Москва. Получив свой паспорт, пернатых отпускают на свободу.